Всем привет, друзья! Добро пожаловать на наш канал! Сегодня будем готовить очень вкусный нежный торт Наполеон с классическим заварным кремом. Для тех, кто не хочет заморачиваться, можно купить уже готовое слоеное тесто в магазине, но нужно быть уверенным в его качестве. Мы считаем, что домашний торт Наполеон должен быть приготовлен из теста, которое сделано вручную. Оно более ароматное, хрустящее. Если вы хотите идеальный вкусный торт, лучше сделать все же самостоятельное тесто. В предыдущем ролике мы показывали подробно данный процесс. Ссылку для приготовления слоеного теста для Наполеона оставим в описании под видео. Тесто у нас уже готово, мы его 6 раз раскатали, сложили, и в итоге получилась идеальная слоистость для торта. Теперь хорошо охлажденное тесто будем раскатывать в тонкие пласты. Разделили его на 4 части, припыляем стол мукой и начинаем раскатывать. Раньше мы раскатывали и вырезали нужного нам размера кружочки под диаметр торта, но в последнее время раскатываем и ничего из пласта не вырезаем, а выпекаем именно в такой форме. И уже после выпечки будем формовать при помощи кольца нужную форму для торта. Тут можно делать как кому удобно. Мы выбрали для себя более быстрый для нас способ. Толщина раскатанного теста должна быть около 1 мм. Укладываем на силиконовый коврик или пергаментную бумагу. Обязательно протыкаем вилкой или ножом, для того, чтобы при выпечке не было больших пузырей на тесте. Ставим в заранее разогретую духовку до 200 градусов на средний уровень и выпекаем около 13 минут до золотистого цвета. Пока первая заготовка выпекается, подготовим следующую. Готовый выпеченный пласт слоеного теста должен быть румяный, хрустящий, и при поднятии его лопаткой он не должен прогибаться, а быть достаточно плотным. Если пласт будет прогибаться, большая вероятность, что он не выпекся до конца. При срезе у нашего слоеного теста после выпечки хорошо просматриваются слои. А если раскатать тесто толстым, то получится высокая слойка, такая, как продают в магазинах, посыпанную сахаром. Если вы все же будете готовить из покупного теста, смотрите, чтобы в составе было сливочное масло без добавления маргарина. И таким образом мы раскатали и выпекли 4 пласта. Для того, чтобы вырезать нужный диаметр коржика для торта Наполеон, будем использовать кольцо, по контуру которого и вырежем слои. Мы для этого будем использовать вот такое кольцо для выпечки, просто продавливаем им пласт выпеченного теста. Также можно вырезать и обычным ножом, используя тарелку как трафарет. Можно помогать ножом или ножницами. У нас получается 4 целых кружочка, а остальные будем формировать из кусочков, которые остаются. Как видите, у этого пласта не хватает большого элемента, прикладываем любую подходящую часть, а лишнее обрезаем кольцом. И таким образом получается кружок. То же самое делаем с остальными элементами, заполняя отверстия. Для торта Наполеон абсолютно не важна цельность пласта выпеченного теста, поэтому спокойно можно применять вот такой метод. Но если вам будет удобно, можно, конечно, вырезать и выпекать каждый кружочек теста отдельно. Мы считаем, что метод, который мы сейчас используем, ускоряет процесс приготовления. Итого получилось 8 слоев. Из тех остатков, что не использовали, потом сделаем крошку для обсыпки торта. Очищаем поверхности и будем готовить заварной крем. В сотейник с толстым дном мы добавили уже 1 яйцо, 370 грамм молока, 150 грамм сахара и 36 грамм крахмала. Теперь для аромата добавляем ванилин. Идеальнее всего будет использовать натуральную ваниль, которая идет в стручках, или натуральный ванильный экстракт. Для многих это достаточно дорогой продукт, поэтому можно использовать и обычный ванилин в пакетиках, но главное не переборщить, чтобы крем не горчил. Лучше добавляйте постепенно, контролируя вкус и аромат. Мы сейчас добавляем вот такой ароматизатор, который не горчит и дает приятный аромат, схожий с натуральной ванилью. Включаем средний нагрев, постоянно мешая, массу нужно уварить до 70 градусов. При достижении данной температуры заварная основа загустеет и будет правильной и нужной нам консистенции. Если продолжить уваривать после загустения, она начнет пригорать и находящиеся в составе яйца будут вариться. А нам нужно только, чтобы схватился крахмал. Во время варки беспрерывно мешаем массу, иначе она очень легко начнет приставать к дну кастрюльки. Крахмал мы используем кукурузный, можно также использовать и обычный картофельный, но он будет давать серый цвет. Многие процесс заваривания делают на водяной бане, но это получается очень долго. Можно также делать, как и мы, прямо на огне. Просто нужно использовать ковшик с толстым дном и постоянно мешать массу, хорошо проходясь по дну лопаткой или венчиком. Использовать градусник не обязательно. Мы просто показываем, при какой температуре вы увидите загустение массы. Как только пошел пар, масса достигла примерно 60 градусов. И теперь она очень
очень быстро начнет схватываться, поэтому на данном этапе мешаем активно, чтобы заварная основа не пригорела ко дну и не образовалось комков. У нас масса достигла 60, почти 70 градусов. Как только видите вот такую густоту, выключаем нагрев, убираем ковш в сторонку и еще немного мешаем. Еще раз напомню, что использование градусника не обязательно. Ориентируйтесь просто на густоту массы. Перекладываем заварную основу в более широкую емкость для того, чтобы она быстрее остыла. И пока масса еще теплая, добавляем сюда 100 грамм сливочного масла. Не обязательно, чтобы оно было комнатной температуры, можно использовать сразу из холодильника. В теплой массе оно очень быстро растает. Хорошо вымешиваем, оставляем так при комнатной температуре, чтобы масса немного охладилась, а затем накроем пищевой пленкой или крышкой и поставим в холодильник до полного охлаждения на несколько часов. После чего будем взбивать жирные сливки. Мы используем 33% жирности. Они обязательно должны быть холодными. Берем сразу из холодильника. Тут уже отмерили 200 грамм и начинаем взбивать сразу на высокой скорости миксера до плотности. Вот до такой консистенции у нас ушло около 5 минут. Но это ориентировочное время, оно будет зависеть от мощности вашего миксера. Заварная основа уже хорошо охладилась, и теперь взбитые сливки перекладываем в емкость к заварной массе. Теперь на самой низкой скорости начинаем перемешивать. Если сейчас начать взбивать на высокой скорости, то большая вероятность расслоения кремом. Поэтому просто перемешиваем совсем немного и далее домешиваем лопаткой. Вот такой получается однородный, плотный заварной крем-пломбир. Теперь будем собирать торт. Мы это делаем на подложке. Также можно собирать и на любой ровной поверхности. Дно обязательно промазываем кремом, чтобы торт не катался по поверхности, а зафиксировался на ней. Если у вас есть разъемное кольцо, можно собирать торт сразу в нем. Нам удобнее собирать торты вот таким способом. На один слой уходит примерно 2 столовые ложки крема. Сейчас мы разравниваем его лопаткой, а сверху укладываем коржик, формируя его из кусочков. Если где-то вот так накладывается, в этом нет ничего страшного. От крема все равно все пропитается и объединится. Накладываем еще крем и точно так же разравниваем его. Следующий слой берем уже целый. Опять накладываем крем, разравниваем, а далее будем использовать слой, который сформируем из кусочков. И таким образом чередуем до последнего элемента. На самый верх оставляем цельный слой. Так поверхность торта будет ровнее. Теперь оборачиваем торт пленкой или пищевыми пакетами и ставим в разъемное кольцо. Если у вас кольца нету, можно просто затянуть пленкой. Сверху обязательно вот так немножко подпрессовываем, чтобы ушли пустоты между коржами и крем хорошо заполнил пустое пространство. Это нужно для того, чтобы все слои между собой хорошо пропитались и склеились. Если вы будете подпрессовывать без кольца, крем начнет выпирать за пределы торта. Поэтому тут хорошенько закрепите поверхность пленкой, чтобы этого не произошло. Верхний коржик обязательно также промазываем кремом. Если этого не сделать и в дальнейшем вы захотите выравнивать торт, например, кремом чиз на масле, огромная вероятность образования трещины на поверхности. Так что на верхний коржик обязательно оставляем немного крема, чтобы он также пропитался. Накрываем пленкой сверху, подравниваем торт, чтобы он стоял по центру подложки, и ставим в холодильник на пропитку минимум на 8 часов. Мы это делаем на ночь, а утром можно будет приступать к выравниванию торта любым понравившимся вам кремом. Ссылки на различные виды кремов для выравнивания тортика будут в описании под видео. В данном торте нам выравнивание кремом не нужно, мы его оформим классическим способом, путем обсыпки крошкой, которая осталась от обрезков неиспользованных выпеченных элементов. Мы их немного измельчили, и теперь можно обсыпать тортик. Данный рецепт Наполеона подходит и для
для многоярусного торта. Хотим вам также напомнить, что на нашем сайте sestrykeks.com можно приобрести рецепты отработанных различных начинок с перерасчетом на множество диаметров. Так что, кому интересно, переходите по ссылке, которая сейчас видна в правом углу экрана, а также будет в описании под данным роликом. А данный тортик мы уже обсыпали крошкой, при этом центр оставили пустым, так как там будут лежать ягоды. Срез ягоды, чтобы она не заветрилась, промазываем декор гелем. Его мы немного растопили в микроволновке, чтобы консистенция стала более жидкой. А также его можно сделать самостоятельно. Постараемся дать рецепт в ближайшее время в сторис. Вот такой красавчик получился. После ночи в холодильнике все коржи между собой хорошо пропитались, склеились, и тортик уже можно нарезать. В описании под видео мы предоставляем все необходимые ссылки и рецепт, который рассчитан для торта на 16 сантиметров. Если вам нравятся более низкие, широкие тортики, можете данный рецепт сделать не на 16 сантиметров в диаметре, а побольше. Обязательно приготовьте Наполеон по нашему рецепту. Это действительно очень вкусный, нежный торт, который погружает нас в детство. Не забудьте поставить нам лайк и подписаться на наш канал, а своими результатами делитесь в комментариях. С вами была студия «Кондитерская сестры», и до новых встреч в новых роликах.